Обязательно ли художник должен быть голодным? Кому нужны иллюстрации и кто готов платить за них деньги, да причем немалые? А есть ли другие альтернативы заработка, если вы не любите работать на заказ? Что еще вы можете делать и как реализовывать свое творчество? Об этом в сегодняшнем видео. Всем привет! Меня зовут Ульяна Бабенко. Я профессиональный диджитал-иллюстратор и один из основателей школы Art Cosmos School. Вы находитесь на нашем YouTube-канале. Поехали! В этом видео я расскажу вам 50 способов заработка на иллюстрации. И для начала давайте поделим эти способы на 3 разных категории. Первая категория – это работа на заказ, то есть на заказчика. Вторая категория – это продажа уже готовых своих иллюстраций, которые вы нарисовали сами для себя, для своей души, и как их можно продать. И третье – это, конечно же, обучение и то, как можно развиваться именно в нем. Сперва мы рассмотрим с вами самое большое направление, это, конечно же, работа на заказ, когда мы делаем что-то для конкретного заказчика. Здесь будут как более широкие сегменты, так и более узкие. Но я уверена, что после просмотра этого видео у вас появится гораздо больше идей применения иллюстраций, чем было до этого. И первое, самое очевидное направление – это, конечно же, портреты, камишки и все, что к этому относится. Они бывают абсолютно разных стилистик, и я думаю, это направление точно знают все. Поэтому переходим к следующему. Второе направление – это книжная иллюстрация. Книги могут быть для абсолютно разных возрастов людей. Преимущественно, конечно, популярна детская иллюстрация, потому что детям нужны книжки с иллюстрациями. Я проиллюстрировала уже несколько книжек. Это были детские книжки, 3 из них продаются под Новый год на Wildberries, это такие новогодние книжки с пазлами, и одна книжка продается на постоянной основе про здоровье человека, все они с издательством Мало-Малама. Также в отдельную категорию и третий способ заработка я хочу выделить обложки книг. Я сказала 4-е или 3-е? И они, в отличие от предыдущего способа заработка, где все-таки преобладает детская иллюстрация, в обложках уже могут быть абсолютно любые стилистики, любые тематики, и мы уже здесь говорим не о детской иллюстрации, а в принципе о любой иллюстрации, которую можно поместить на обложку книги. 4-й способ – это обучающие пособия, в которые также нужны множество разнообразных картинок. И 5-й способ – это раскраски. То есть всегда можно сделать что-то в черно-белом варианте в лайне, что может пойти на раскраску. 6-е направление, одно из моих любимых – это, конечно же, бренд-персонажи. Если вы не знаете, что это такое, то просто вспомните M&M's, вспомните гепарда из Cheetos, вспомните кролика Квики из Несквика, и тогда вы точно поймете, что это такое. И среди еще таких более жизненных примеров, это был заказ, например, у моей ученицы, у Алины. Она разрабатывала белку для интернет-провайдера, и Влада, например, разрабатывала хамелеона для детского магазина одежды. А у меня недавно был проект с Dixie, с монстрами, которые у них продаются, точнее даются в подарок в качестве игрушки при покупке. 7-е отдельное направление – это также персонажи, но уже не бренд-персонажи, а персонажи для анимации или каких-то мультфильмов, то есть то, что пойдет потом в какой-то анимированный ролик. И здесь процесс разработки идет по-другому, поэтому это самостоятельное отдельное направление. Точно так же, как и следующее, 8-е направление – это персонажи для какой-то игровой индустрии, где они также имеют определенный рендер, то есть то, как они выглядят в финальной отрисовке. 9-е направление – это когда иллюстраторы рисуют уже не персонажей, а отдельно все другие составляющие игр, то есть, например, какие-то фоны, какие-то детали, предметы, которые есть внутри игры и все остальное. 10-м способом мы можем выделить с вами иллюстрации для приложений. То есть все мы с вами ежедневно пользуемся какими-то приложениями, и существует еще множество разных приложений, где иллюстрации являются неотъемлемым элементом дизайна, который помогает нам проникнуться атмосферой того или иного приложения.
11-й способ заработка на иллюстрации и один из моих любимых – это, конечно же, упаковки. Ниша упаковок очень разнообразна. Я, например, рисовала упаковки для умницы различных персонажей, рисовала упаковки для театра теней, где были и отдельно сказки, и одна сама большая финальная упаковка. Также у меня ученики берут заказы на упаковки, работают с различными и издательствами, и компаниями. Например, заказ Алины она рисовала для украинского, кажется, издательства. Ну и, конечно, мы с вами можем встретить иллюстрации на упаковках просто в повседневной жизни, если зайдем в магазин и посмотрим на прилавки, что же там есть интересного. 12-й способ – это оформление веб-сайтов. У каждой компании сейчас практически есть свой сайт. Соответственно, иконки, баннеры, и, кстати, часто это идет вместе с дизайном. То есть, если вы владеете навыками дизайна и при этом умеете рисовать иллюстрации, вы очень классный, востребованный специалист. 13-е направление – это фэшн-иллюстрации. Тут тоже большой-большой простор для творчества. Можно рисовать для каких-то более крупных брендов, если вы, конечно, известный иллюстратор, либо у вас очень хороший навык. Можно для каких-то более мелких шоурумов, магазинов. И, конечно же, для какой-то продукции, которая рядом с фэшн, это какие-то аксессуары, то есть часы и что-то такое. Очень, кстати, сейчас популярен ивент-скетчинг, то есть когда на какой-то свадьбе или на каком-то большом мероприятии у компании приглашают фэшн-иллюстратора, и он рисует гостей в реальном времени, сидя прямо там же на мероприятии. 14 направление – это реклама. Здесь все, что касается и больших рекламных кампаний, и более маленьких каких-то рекламных постеров. Среди моих заказов однажды это был заказ от Всероссийской лотереи 100 лото, и я рисовала им новогодние билетики. И 15-й способ заработка на иллюстрации – это создание настольных игр. Это большая комплексная работа, в которой нужно разработать и поле, и персонажей, и какие-то фоны, и какие-то фишечки. То есть здесь тоже очень-очень много всего внутри одного направления. 16-й способ и то, что можно рисовать на заказ, это, конечно же, комиксы. Есть определенная категория людей, может быть, вы даже к ней относитесь, кто любит, смотрит и читает, и рассматривает комиксы, поэтому будет круто, если она вам подходит, и если вы тоже захотите в ней развиваться. Среди моих учеников есть Вика, которая рисует эти комиксы на заказ и довольно неплохо на этом зарабатывает. 17-й способ – это фуд-иллюстрация, то есть можно рисовать различную еду, если вы умеете ее рисовать вкусно, интересно, и предлагать в дальнейшем тем, кому она может понадобиться в оформлении. То есть это, конечно же, обычно какие-то рестораны, кафе, кофейни и так далее. 18-й способ – это оформление инстапрофилей брендов. Например, очень классное и интересное оформление у Мегафона. Они приглашают различных иллюстраторов иногда, и можно заметить, как по их ленте меняется от стиля к стилю ведение аккаунта. Это оформление может быть, конечно, не только у брендов, иногда оно и нужно обычным людям, каким-то блогерам, оформить их highlights, оформить аватарку, возможно, сделать какие-то шаблоны для ленты, либо даже оформить какие-то их гайды и чек-листы, которые они выпускают на свою аудиторию. 19-й способ. Помимо Инстаграма, конечно же, можно оформлять и любые другие соцсети. И сейчас еще также очень популярно оформление шапок на YouTube. То есть не все делают это фотографиями, и некоторым нужны иллюстрации. Поэтому это тоже такое довольно живучее направление. И также, конечно же, оформление различных групп ВКонтакте, которые тоже до сих пор живут и функционируют. И мы сейчас с вами добрались до 20-го способа, это оформление музыкальных альбомов и подкастов. То есть подкасты — это то, что сейчас дико популярно, соответственно, каждый хочет сделать какую-то уникальную обложку, и очень многие выбирают именно иллюстрацию для того, чтобы обложка запоминалась, чтобы она выделялась, поэтому точно так же работает и с синглами, которые выпускают певцы, которыми сейчас стать гораздо проще именно за счет того, что ты сам можешь на любой площадке музыкальной открыть свой вот этот вот лейбл и сразу стать доступным для всех. То есть раньше это было возможно только если тебя крутили по радио, сейчас это более доступно.
21. Супер популярный способ заработка и популярное направление в иллюстрации — это, конечно же, стикеры. Я думаю, многие из вас каждый день пользуются какими-то стикерами в любых мессенджерах, в любых соцсетях, поэтому их создание — это как отдельный вид заработка, и тут тоже есть множество разных направлений. Здорово, если вы еще умеете анимировать, потому что также в тренде анимированные стикеры. Недалеко уходя от трендов, можно еще поговорить про маски в Инстаграме, которые до сих пор создаются и очень круто выглядят, когда они какие-то индивидуальные и уникальные. Этот процесс тоже не такой сложный, его может освоить каждый, поэтому, кто знает, может быть, это будет именно вашим направлением. Что же еще можно создавать на заказ? И, конечно же, 23-й способ заработка – это создание детских метрик или каких-то интерьерных наклеек. То есть вы даже если зайдете на Wildberries, зайдете на Озон, увидите, что сейчас такие наклейки очень часто продаются. Это такой очень удобный, интересный и универсальный способ разнообразить свой интерьер, сделать ребенку приятное и не испортить при этом стены, поэтому очень популярное направление. И 24-й способ – это, конечно же, создание логотипов. Причем они не обязательно должны быть надписями или какими-то значками, это больше такие дизайнерские приемы. Мы с вами говорим именно про иллюстрации. И иллюстрации ровно так же востребованы, и их также заказывают. Цена может варьироваться, но вот, например, моя ученица Света продала свой логотип за 8000. 25-й способ заработка, и мы дошли с вами до середины. Это, конечно же, журнальная иллюстрация. На моей практике было несколько журналов, которые я иллюстрировала, и они были детской направленности. Это английский журнал Storytime Magazine и русский журнал про волшебников. И есть еще, конечно же, взрослая журнальная иллюстрация, которая также очень востребована, и примеров которых можно найти много. Например, на Behance, если искать по запросу Editorial Illustration. 26-е направление, где могут пригодиться иллюстрации, это канцелярия. Обычно иллюстрации для канцелярии заказывают издательства. И из моих недавних примеров, это мой куратор на моем курсе Танюша, у нее недавно вышли иллюстрации для издательства Профпресс на ежедневниках. 27-й способ. Можно также расписывать одежду. То есть, да, тут часто заказывают каких-то известных персонажей, например, всяких диснеевских или еще что-то, но можно проявлять фантазию и рисовать что-то свое уникальное, что также будет пользоваться большим спросом. 28-е направление, спрос на которое с каждым годом растет, потому что уровень осознанности людей повышается, и они начинают интересоваться какими-то психологическими штуками, и в данном случае это метафорические карты. Возможно, вы про это слышали, возможно, нет, но иллюстраторам очень часто приходят запросы именно вот на такие метафорические карты, и, как правило, это очень-очень большой заказ, потому что карт должно быть много в колоде. 29-е направление, что можно рисовать на заказ и быть иллюстратором и одновременно тату-мастером, это, конечно же, иллюстрации для татуировок. Опять же, здесь может быть что-то стандартное, что обычно бьют мастера, а может быть что-то уникальное и в своем стиле. Я прикреплю несколько примеров. 30-й и последний способ заработка именно в работе на заказ – это продажа дополнительных услуг. То есть всегда к иллюстрации можно допродать любой свой дополнительный навык. Вы умеете верстать текст? Хорошо, когда вы рисуете книжную иллюстрацию, вы можете дополнительно взять заверстку текста. Вы умеете создавать леттеринг? Дополнительно к иллюстрации вы можете создать либо логотип, либо просто какую-то фразу леттерингом. Если вы умеете делать анимацию, то у вас стикеры будут не статичные, а анимированные. И за все за это вы можете брать дополнительную стоимость, потому что это не входит в создание иллюстрации. Ну что, как вам те способы заработка, которые я перечислила? Все ли из них вы знали или, возможно, для вас было что-то новенькое? Если вам интересно это видео и вы хотите вторую часть о том, как зарабатывать на иллюстрации и остальные из 50 способов, тогда, пожалуйста, пишите комментарии, так я увижу, что вам действительно интересно. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, и ваша активность для нас самая большая благодарность и мотивация на то, чтобы продолжать делать дальше. Так что встретимся с вами в следующем видео.